Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы вновь рады вас всех приветствовать. Друзья, в силу сложившихся обстоятельств, как вы, наверное, уже заметили по моему голосу, мы немножко приболели, и поэтому, идти сейчас куда-то на локацию, наверное, мы немножко повременим, укрепим свои силы, организм, поправим здоровье. И, конечно же, у нас осталось снять ночь в училище. Так что она обязательно будет. Надеюсь, что в скором времени, да. Да, и еще хочу добавить, про все приветы мы помним, Да. Мы обязательно их передадим, так что не переживайте, все будет. Конечно, и это будет в скором времени, потому что, в принципе, уже на улучшение пошло, так что я думаю, что все будет скоро. Но пока мы хотим сделать, чтобы вы не скучали это время без наших видео, мы решили сделать очередную рубрику по разбору видео, разбор по косточкам, на видео «Аномальное озеро. Возвращение», которое мы снимали, наверное, этой осенью, да? Где-то так это было. Прошлой осенью, да, это было. Да. Там было много интересных моментов, непонятных, которые бы мы хотели разобрать. Ну что, поехали? Поехали. Слушай, а не мог быть здесь мостки какие-нибудь? Просто, возможно, здесь Выход на воду. выход на воду был, да-да-да, мостик какой-нибудь. Но там ничего не видно. Собственно, как вы сейчас увидели на видео, нас заинтересовал именно этот момент. Собственно, из-за него мы и вернулись на это место. Этот момент подсказали нам вы, дорогие наши подписчики. Мы не слышали вот этот шепот даже при монтаже, даже когда разбирали это видео. И спасибо вам огромное, что вы были внимательны и нам подсказали. Действительно, вот это странное слово «уходите», оно же было очень четко слышно. Да, мы вам очень благодарны, серьезно, потому что, насколько я тоже не припомню, мы это пропустили просто мимо ушей. Да. Поэтому спасибо, молодцы, то, что вы внимательно смотрите и обращаете внимание на такие детали. Тем самым вы помогаете нам в наших съемках. Вот видите, мы возвращаемся порой туда и открываем что-то новое благодаря вам. Вот честно сказать, я даже не знаю, как объяснить этот момент. Вот с этим шепотом. Если сказать, что это, я не знаю, лаг какой-то камеры, да, что-то сбоило в технике, нет. Что-то шуршало, тоже нет. Это ни на что не похоже. Это конкретно было похоже на слово, на шепот «уходите». Вот ты как думаешь, на что ты думаешь? Я тоже очень много обдумывала этот момент, откуда это могло взяться вообще. Да, в принципе, можно было бы это скинуть на то, что шорох травы и прочее.
То есть, Ну. мы все-таки засовывали камеру туда, и поэтому там могли вот эти вот звуки Но как-то... нет. Но это было нет. единоразово. Это было единоразово. Поэтому Это не похоже на шорох. и не похоже, да. То Нет. есть мы сопоставляли вот эти звуки, и нет ни одного похожего звука. То есть к чему это отнести, мы пока не знаем. У нас стоит знак вопроса перед вот этим Ну моментом. да, я тоже не знаю вообще, как это объяснить, потому что здесь четко прям вот произношение слова. Вот, друзья, вот как вы считаете, откуда оно могло вообще взяться? Возможно, у вас будут свои какие-то версии, предположения. Обязательно пишите об этом в комментариях. Да. Мы все комментарии читаем. Мы всегда об этом говорим, и нам очень интересно ваше мнение. Конечно. И это место, оно само по себе очень загадочное какое-то. И сказать по правде, сейчас, конечно, зима, и туда не добраться, там снега, наверное, по горло. Буквально. Но не хочу забегать вперед, но скорее всего мы туда вернемся в этом году. Хотелось бы, да, Да. посмотреть. Во-первых, посмотреть при помощи камеры ночного видения. Это очень интересно. Конечно, мы же там не были с ночной камерой. Поэтому, ну, хочется еще раз туда вернуться. Возможно, мы что-то увидим. Возможно, мы еще что-то узнаем об этом месте. Правда, оно как-то прям даже манит к себе. Затягивает. да. Затягивает, да. Ну что, я еще хотела спросить тебя, что ты думаешь по поводу вот этих провалов? Мы же, когда туда пришли, там был не только один тот провал, из которого вот это вот шепот был. Их же там очень много было. Да, тоже интересный момент, и хотелось бы заострить на этом внимание. Мы же рассказывали историю вот этого места. Если кто не видел, мы оставим все ссылочки на видео в описании под этим видео. То есть, если кто не смотрел, обязательно посмотрите. То есть, там вся история, все события, которые происходили. Что хочу сказать? Тоже задумывалась. То, что там была деревня какие-то года назад, я уже, честно говоря, не помню, но не суть. То есть вполне себе возможно, когда-то там была вода, то есть ее было больше, нежели чем Ну, чем невозможно, сейчас. там была вода. Там Да, просто... там была вода, то есть это было озеро, Да. оно так и обозначено как озеро. Ну, там И- отголоски какие-то остались Да. от него, но... Там Но уже были, высохло. скорее всего, либо мостки, либо, ну, я еще могу предположить, что это еще валежник. Скорее всего, тоже. Но очень похоже на мостки, очень похоже, потому что, вы знаете, высота такая определенная. Скорее всего, это были мостки, а впоследствии просто туда еще упал валежник. Да, возможно, какие-то постройки там были. Ну да, наверное. Предполагаю. Может, сараи какие-то. Да. Это чисто наша версия. Да. То, что мы можем и ошибаться, как и Ну да. любой другой человек. То есть, в принципе, предположить можно всякое, но мы склоняемся к тому, что там были мостки. Ну да, и со временем это все как-то стало оседать, обрушилась вот часть какая-то. И А пустоты образовались остались. вот эти пустоты, да. Но и с этими пустотами не все так гладко. Дальше мы еще вернемся к этой теме. А пока давайте посмотрим следующее видео, следующий момент. Друзья, а сейчас хотим обратить ваше внимание вот на что. Нас очень заинтересовал вот этот момент. Посмотрите внимательно на силуэт, который находится по правую руку от меня, и на тот кружочек, который также находится рядом. Это тоже проявление какой-то энергии или фантома. И вот что удивительно. Силуэт пока еще маленького размера. А вот в этот момент он как бы поглощает тот кружок, ту энергию, что рядом, и, внимание, он сразу становится огромным. Вы это видите? Он гораздо больше меня. Это действительно очень удивительный, редкий и непонятный момент. За все время наших экспериментов с Kinect-камерой такое мы наблюдаем впервые.
Так, друзья, вот еще один удивительный момент. Точнее, я бы сказала, мы засняли нечто редкое. Я на своей практике вообще такого не видела никогда. Ну, то есть увидеть воочию какое-то, как сказать... Ну, это даже какое-то представление, я не Да, знаю. да, да, вот именно что как один силуэт поглощает другой, и причем при всем при этом он увеличивается в размерах, причем так в разы. Ну тут точно не лаг камеры и никакие не сбои. То есть тут очевидно какая-то Да. произошла. Просто интересно само по себе вот это вот проявление. Во-первых, Kinect-камера, да, мы, конечно, подробнее о ней поговорим обязательно. Это будет на стриме. Стрим у нас будет обязательно. Ребят, не переживайте, мы просто пока... Да все никак не получается. Да, пока нет возможности, очень у нас все стихийно. Но не об этом сейчас. По поводу Kinect-камеры. Суть в том, что, ну, вкратце я немножко скажу, что у нее есть функция, что она заточена под 2 фигуры. Но, обратите внимание, просто давайте еще раз пустим ролик для повтора. Вы посмотрите. Вот именно тот фрагмент, где их 3. Да, то есть третья — это не фигура, это точка. Но она есть, она... Это дальше точка. А в самом начале 3 фигуры было. 3 фигуры. 3 фигуры. Такого... Эта камера, в принципе, как бы, ну, она не может так у нее просто функционировать, да. Нет, у нее просто это не подключено, то есть не предусмотрено. Там только, да, на 2 человека. Ну, то есть давайте вот еще раз, да, посмотрите. Эксперимент. Это меня поймал? Подожди, еще кого-то Еще кто-то, поймал. смотри, третий. Это я, еще кто-то сзади меня. Не рядом с тобой. Смотри, рядом со мной, да. Вон там точка скачет. Друзья мои, вы кто? Давайте-ка, правда, сейчас диктофон я возьму. Да, и что же мы с вами наблюдаем? Что он определяет свету, естественно, появляется вторая фигура внезапно, потом появляется третья, то есть третья вот эта точка. Нет, точка дальше. А в самом начале 3 фигуры было. Да. Все, извиняюсь, да, я просто, наверное, невнимательно В смотрела. самом начале было 3 фигуры. А вот уже дальше, где вот произошло вот это поглощение, или как его назвать, там была, да, эта точка уже. То есть, как бы она основывает тоже 3-ю фигуру. Да. Каковы наши выводы? Как мы это предположили? Что все-таки есть некое информационное поле Земли, но это не мы первооткрыватели. То есть об этом уже говорилось, есть люди, которые этим занимались, они это изучали. Мы лишь можем сказать, что действительно подтвердить вот эти вот слова, что есть, да, есть некое информационное поле Земли, в котором остаются вот эти энергетические следы. Если была какая-то негативная энергия, всплеск вот ее прям сильный, остаются вот эти следы информационные. То есть мы с вами их наблюдаем. Это, опять-таки, лично наш вывод. Возможно, мы ошибаемся, возможно, у вас есть какие-то версии, поэтому обязательно пишите об этом в комментариях. Ну, друзья, мы уже миллион раз, наверное, говорили, и, знаете, я, наверное, не устану повторять. Каждое место, каждая локация имеет свою энергетику. Да. Где-то она негативная, где-то она, ну, более спокойная. Но она в любом случае разная, везде разная. У каждого места свой характер, свое восприятие, своя атмосфера. Куда-то ты приходишь, ты чувствуешь себя спокойно, куда-то приходишь, наоборот, какая-то тревога. Это же зависит действительно именно вот от атмосферы и энергетики места. А именно вот аномальное озеро, да, ну вот куда мы приходили, вот, оно по сути насыщено
негативной атмосферой, потому как мы знаем точно, что там были и пожары, да, и буквально в 100 метрах от этого места поляна суицидников. Да. То есть это тоже накопитель вот этой негативной энергетики. Соответственно, может быть, вот из всего этого можно сделать действительно такой вывод, что вот нам на Kinect-камере показался именно тот момент, как вот более негативная энергия поглощает там что-то, чтобы набраться какой-то, да, силы и напугать, наверное, меня, чтобы я ушла с этого места или еще что-то. Может, им там не понравилось, что я задаю вопросы. Да, возможно, Да. возможно. Это тоже интересное предположение. Но мы же с вами доподлинно не можем знать, что вообще происходило в этом Ну, месте. конечно. Кроме того, что вот скудные сведения про деревеньку и поляну суицидников. Мгм. То есть остальное мы не знаем, что там реально вот на этом озере происходило. В те же самые 90-е, например. Запросто, Откуда да. мы знаем, да. Кстати, очень много таких случаев, что в леса, тем более в такие безлюдные, куда Мгм. не особо ходят люди, Да. всякое случается. Поэтому не можем исключать и таких случаев. Ну да. Поэтому вот мы сделали такое предположение, но честно сказать, нас это удивило. И вот это же произошло, когда мы с тобой туда ходили, в сентябре, наверное, да, сейчас конец января, и я по сей день удивляюсь этому вот произошедшему факту. То, что мы смогли наблюдать, это действительно очень интересный момент, и он стоит того, чтобы на него обратить внимание. Ну что, перейдем к следующему. Да, перейдем к следующему сюжету. Давайте Да. посмотрим видео. Поехали. Смотри, утки крякают. Друзья, такое бывает 1:30 ночи. Именно тогда, когда мы стали задавать вопросы. Это уже не первый раз. Да. Ладно. Прям здесь. Фу, прям над нами, друзья. Вот это да. Вот сейчас прям утка пролетела над нами. Тоже интересный момент, что в такое время 1:30 ночи пролетают утки. Внезапно. Самое удивительное здесь, наверное, даже не то, что в 1:30 ночи они, может быть, действительно летают по ночам, бог их знает, я как бы не орнитолог. Но самое удивительное, это то, что когда мы начинаем общаться с этим местом, да, скажем так, с духом этого места, постоянно кто-то проявляется. В данном случае утки. Да. Вспомните, было у нас видео «Ночная гостья» с кладбища, где мы тоже в лесу разговаривали с духом места. Там проявили себя кошки, да? Да, интересные моменты, что И утки тоже были, кстати. и утки Да. были, да, и какие-то птицы. Вы, по-моему, писали об этом в комментариях. Какие-то птицы могли быть. Да. Да, интересная деталь, Это что... неоднократно было. да. Неоднократно, что каждый раз, когда начинаешь общаться с местом, оно тебе отвечает посредством живого мира. То есть теми же самыми животными, Да. утками, кошками, Да. птицами. Это вот действительно еще раз подтверждает то, что место живое. Живое в плане, это же природа, это лес, и оно отвечает, видимо, вот таким вот образом. Но все-таки иногда мы слышим и на записи, и бывает, что даже вот ты стоишь на локации, слышишь какие-то стуки, да, вот какие-то там скрипы, я не знаю. Но, возможно, это как-то объяснить логически можно, но когда ты стоишь на локации ночью и начинаешь общаться, и именно в этот момент что-то происходит,
Какое-то это совпадение, да? Вот это, Интересное. да, вы знаете, как бы, как говорят, случайности не случайны. И вот это иногда бывает, ну, и удивительно, и загадочно, и интересно, и хочется продолжать экспериментировать и узнавать, познавать этот мир немножечко с другой стороны, не с той, которую мы видим с вами повседневно. Ну что, наверное, я думаю, нужно перейти уже к следующему сюжету, так как сутками все понятно, по идее. Но все равно Да. вы свои версии обязательно пишите, нам они тоже очень интересны. Конечно, конечно. Ну что, поехали к следующему моменту. Поехали. Дух этого места. Ты можешь дать нам какой-нибудь, ну не знаю, сигнал, звук, стук, скрип? Ты можешь проявить себя, дух этого места? Друзья, смотрите. Вот из этой дыры идет пар. Не знаю, видите вы, нет? Такое впечатление, что там кто-то дышит. Тоже очень интересный момент. И снова мы возвращаемся к теме совпадений. Почему Да. так произошло? То есть, опять-таки, была беседа, ты обратилась к месту, и в этот момент пошел пар. Хорошо, хорошо. Не совсем в этот. Не совсем в этот. Смотри, я задаю вопрос, И и был ответ. тут же был ответ, да, на фэк, что эти ямы, что-то там такое было, да, я здесь заперт. Мгм. Вот. И вот после этих слов вот тут же пошел этот пар. Интересно, да. Ну, хорошо, давайте попробуем объяснить это логически. Допустим, да, там понизилась температура, это была очень поздняя ночь, тут уже 1:30, там уже где-то около 2 часов Ну да. ночи было. Соответственно, температура окружающей среды понизилась. Хорошо. в этот- Была очень повышенная влажность. вспомни. Очень, да, это я помню Да. прекрасно. Это Мы даже можно было... сфотографировать не Да, могли. вы это прекрасно помните. Если кто не видел, пересмотрите это видео. Все ссылки будут в описании. В описании под этим видео. Да. Собственно, хорошо, понизилась температура, но что самое интересное, вот именно в этот момент, когда ты начала вести беседу. Ну да, Вот не до там, да, ни как-то. до, ни раньше, ни позже, то есть вот именно в этот момент. Ну вот смотрите, друзья, мы стоим на локации. То есть со всех сторон деревья, кусты. Как бы там вот оно такое небольшой вот этот прогал, где мы встали снимать. И все это место, оно реально огороженное, да? Да. Такое. И вот этих провалов там было, наверное, штуки 3. И один из них, он был прям рядом с нами, вот где мы стояли. И в любом случае на него падал свет. В любом случае, как только бы пошел пар, вот этот, я бы его обязательно сняла и обратила бы на него внимание. Ну, это действительно очень интересно и эффектно, скажем так, да. Я бы на него обязательно обратила внимание в ту секунду, когда это вот началось. Но это началось не раньше, когда мы, допустим, пришли, или когда мы там общались на другие какие-то темы, там. Это произошло именно в тот момент, когда прозвучал вопрос и ответ конкретно про эти ямы. Мгм. И вот именно в этот момент пошел вот этот пар. Да, его можно логически объяснить, это понятно, да, и откуда он там взялся и почему, но почему именно в этот момент? Опять-таки вот это
не знаю, Совпадение. совпадения, да, и вот эти случайности, которые не случайные. Да, снова мы возвращаемся к этой теме. То Да. есть какие-то интересные совпадения. На минуточку мы это все, вот это вот хронометраж, он весь сохраняется. То есть ничего не подставляется. Это нам не интересно. Нам самим интересно Ну, именно это- обследовать. Это неинтересно, это как-то смысл теряется. Смысл теряется. Смысл. Да. Это конкретно даже не то, что там для ролика, для видео, там, да, это конкретно для нас. Вот чисто для нас, потому что ну, нам это интересно, и интересно действительно, как сказать, Вот эти какие-то процессы, вот эти вот... ну вот тот Проявление. мир, в котором мы живем, что может в нем происходить, из-за чего, почему, ну и как бы, если ты что-то преувеличиваешь или как-то наигрываешь, то теряется вообще суть и смысл всего вот этого, собственно, из-за чего мы и создали этот канал. Так что, да, хронометраж, он идет вот как есть, так и есть. Вырезаем только какие-то лишние моменты, которые, ну, где-то устанавливаем камеру, где там, допустим, не знаю, ну, Ну, технические Технические моменты, да, какие-то, да, которые моменты. абсолютно неинтересны. Мы, конечно, В них нет можем, смысла. да, но не видим смысла нет, это абсолютно. уж ерунда. Это будет да. слишком затянуто. Конечно. Поэтому, собственно, мы вместе с вами также удивляемся тому, что порой происходит вот на каких-то локациях. Да. Ну и в данном случае вот это испарение, которое произошло именно вот в тот момент. Опять-таки говорю, объяснить его можно, но такое вот Совпадение. интересное совпадение Да. да, произошло. Дальше? Да, перейдем к следующему видео, то есть видеосюжету, посмотрим, что же нас заинтересовало в нем. Вот, друзья, на этом моменте, когда я монтировала это видео и услышала вот это дыхание в наушниках, честно, у меня пробило на мурашки. Я, помнишь, еще тебе говорю, Таня, иди послушай, ты что-то слышишь? Или это слышу только я? Мгм. Ты говоришь, да, какое-то дыхание. Да, это действительно как-то было очень странно и волнующе, так скажу. Потому Да. что, ну, во-первых, как вы, наверное, видели, мы это ставили все на столик. То есть камера была достаточно высоко, и животное какое-то это можно сразу исключить. Мы тоже об этом Да, думали. там и животное можно исключить, там и в принципе можно исключить любого, ну, любую живую сущность, скажем так, да, которая бы подходила к камере и там подышала, посмотрела. Но Мы бы Да, мы бы хотя бы мы заметили бы какое-то, услышали. да, движение, шаги. Там кругом листва, там кругом трава. В любом случае шаги, кто-то подходил к камере, мы бы это услышали. Но ничего не было, полный штиль, ни витринки. Воздух был настолько тяжелый, настолько вот действительно стоячий, да, какой-то, Мгм. и влажный воздух был. И тишина такая вот, не знаю, вот она прям такая завораживающая была, эта тишина.
Даже я бы сказала давящее. Давящее, да-да-да. Потому что очень было тихо. Да, все бы было слышно. Там, я не знаю, любой крик, любой стук, любой звук, любой шаг, шорох слышно бы было. Но я просто хочу добавить на минуточку. Вот эта камера, на которой мы снимали, у нее есть 4 микрофона. То есть она со всех сторон записывает звук. Да-да-да. То есть в любом случае мы бы хоть что-то услышали. Но нет, абсолютно никаких таких посторонних звуков. То есть вот это было что-то реально удивительное. Ну да, то есть, животное мы в любом случае с тобой исключаем. Угу. Это не могло быть животное. А вот что это могло быть? Честно, да, опять-таки остается загадкой. И это снова, наверное, повод туда вернуться. Наверное. Потому как, действительно, очень много каких-то моментов, которые хотелось бы узнать. Хотелось бы, не знаю, может быть, что-то повторится. Может быть, повторится как-то с другого какого-то ракурса, где мы сможем понять. Систематизировать, так сказать. Ну да, собрать еще больше информации. То есть уже понять, хоть на основании этого сделать какие-то еще выводы. Да. Ну, еще, знаете, все-таки место реально аномальное. Очень Почему мы так аномально, подумали, да. Во-первых, там был пожар. Во-вторых, там было озеро. То есть не вода. раз там был пожар. И не раз, да. И в-третьих, то есть это просто вот 3 стихии реально. Земля, вода и огонь. Вот они в одном месте переплелись, и получилось какое-то вот такое вот... Ну, это серьезно, это просто аномалия. Как может вода, наличие воды, и там это все гореть? То есть горело именно конкретно там. Ну, понятно, торфяники, возможно. Ну, знаете... Ну, смотри, опять-таки... Это же не болото, это было реально озеро. Озеро. Да. Там много людей погибло. Да. Когда-то там, много лет назад. Кстати, подожди, не заходи вперед, потому что это будет уже в следующем сюжете. Хорошо. Но смотрите, просто учитывая то, что там много было негатива, и плюс вот эти 3 стихии, да, возможно, мы не утверждаем, опять-таки, да, это наш взгляд, наше видение на вот это все происходящее на том месте. Мы считаем, что из-за этого может быть какой-то разлом, да, какая-то геопатогенная зона или еще что-то. Да. И из-за этого там может быть, мы что-то можем услышать, да, вот такое. Вот это вот скопление какой-то негативной энергии, то есть и она туда притягивает. Вот это место скопления, вот этот разлом. Ну, кстати, тоже есть у нас видео про проклятое болото, да? Ну да, мы тоже сделаем аналитику на это место, но прежде я хочу туда вернуться. Кое-что дополнить. Да, много вопросов к этому месту, серьезно. Даже очень интересно. Но аналитика обязательно будет, да. Но еще раз повторяемся, что, ребят, если у вас есть какое-то иное мнение, то есть объяснение, пишите, не стесняйтесь. Конечно, потому что с удовольствием оно может быть, прочитаем. Да, оно может быть гораздо правильнее нашего. И это будет здорово, если вы мы, как обычные люди, можем чего-то не знать. Возможно, вы что-то знаете. Конечно. То есть благодаря тому, что нас много, вы обладаете какими-то знаниями, мы там что-то делаем, пытаемся исследовать путем своих там... Проб и ошибок. Да. То есть вот это помогает прийти к общему какому-то знаменателю. Это же тоже интересно. И, наверное, перейдем к следующему сюжету. Да, давайте перейдем. Давайте внимательно посмотрим.
вот еще один очередной интересный момент. Был какой-то голос и крик. Но мы, возвращаясь к предыдущему, так сказать, сюжету, можем сказать, наше, так сказать, объяснение — это, как нам кажется, фантомы вот этой вот сгоревшей деревни. То есть, Отголоски, да. да. Звук был очень плохой. Очень плохо его было слышно. Ну, то есть вообще едва уловим. То есть Где-то далеко, да, даже глубоко. глубоко, недалеко, а именно, да, как будто глубоко, да. Вот это интересно, соответственно, в любом случае, спустя какое-то время следы-то остаются, потому что Да. это была очень сильная энергетическая вот этот сильный энергетический след, который, Всплеск. да, всплеск вот этой негативной энергии, которая просто осталась по сей день. Ну, ты знаешь, вот мы не отметили, а не знаю, вот я сейчас, когда мы видео просматривали, Мгм. друзья, вот вы не услышали больше ничего? Вот я вот услышала. Мне показалось, что там еще стук какой-то был. То ли стук, то ли хруст какой-то был. Ну, это щелчок, да, по-моему, типа Да. щелчка. Ну, возможно. Там же недалеко лес. Там поляна суицидников рядом. Да. И вот Да. сейчас меня это натолкнуло тоже на какую-то определенную мысль. Смотри, мы были вот конкретно на этой полянке, да, вот Мгм. где ну, вот эти провалы. Мы с тобой ушли гулять. Да. Мы ушли, то есть получается от этого места влево. А вот эта поляна суицидников, она справа. И дорожка там одна. Да, одна, да, это я Мы помню. никого не встретили. А хруст был именно вот с той стороны, где поляна суицидников. Ну да, потому что камера была направлена именно в ту сторону, то есть мы же направили ее конкретно. Вот да, Да. именно вот туда. И вот это меня тоже сейчас вот натолкнуло на какую-то мысль, а не было ли там кого? Ну, мы же никого Ну, мы не слышали. слышали, но камера-то записала что-то. Ну ладно, хорошо, я предположу, что, возможно, ветка упала. Такое Может же быть, тоже наступил кто-то. животное? Ну, может, животное. Я не знаю. Ну, ты знаешь, если бы было животное, то тогда был бы не один звук. То есть не одиночный. Вот Утка наступила. Да. Очень толстая, извини, утка. Очень толстая утка наступила. Прости, утка. Прости. Небольшое лирическое отступление. М, Дальше. Дальше. А что дальше? А что дальше? А что дальше? Вот и я говорю, а что дальше? Все, Следующий. суицидники там. А Что ничего. вот дальше? Вот и ничего. Поэтому я и говорю, что вполне себе возможно, ну, кто-то там был. Просто да, мы могли вот не слышать, потому что мы ушли в ту сторону. А камера могла записать, потому что она ближе была. Ну да, направленный в определенное Да. место, направленный микрофон, он, конечно, записывает оттуда звуки. Я просто к чему говорю? Вот это крик какой-то был, разговор какой-то же был, там тоже слышно. Может, это именно с поляны было, а не как мы с тобой изначально подумали, из глубины. Возможно. Так что вполне, может быть, кто-то там и был. Мы же туда не ходили. Ну, это уже... Мы же потом вернулись, просто собрали оборудование и ушли. Так что, друзья, пишите свои комментарии. Да, ваши предположения. Что вы думаете, да, по этому поводу? Может, действительно это был, ну, скажем так, вот этот... Кто-то живой. Ну, Вполне себе. я больше склоняюсь к тому, что это действительно был кто-то живой. И, слава богу, нам там никто не встретился, как бы, да? Да. Ну, а с другой стороны, может быть, и стоило пройти на эту поляну, там, 100 метров пройти. Честно говоря, после тех Ну, событий это не очень приятно. Мы просто не ожидали, что там кто-то может быть в это время. И... Да, не хотелось бы тихо туда было. возвращаться, но Ну, мы вернемся. вернемся, рискнем все-таки. Ты хочешь и на поляну? Я думаю, да.
Я думаю, да, и было бы очень, наверное, интересно. Как вы считаете, друзья, поставить там камеру ночного видения? Хотите ли, да, хотите ли вы, чтобы мы вернулись Да. с камерой ночного видения на эту поляну? Как только растает снег, То есть более-менее тепло будет, потому что да. погода сейчас нестабильная. Дело не в этом, а в том, что хотя бы немножко подсохнет, потому что там дорога ужасная. Пешком до туда это ого-го, сколько идти. А на машине проедешь только когда чуть подсохнет. Но я думаю, что это все равно, ну, может быть, апрель. Дай бог, если нормальная будет погода, Да, мы посмотрим. туда вернемся. Если вы хотите, пишите в комментариях. Ну и вообще, что вы хотите, как бы, какие Да, эксперименты, чтобы мы там провели. Если у вас есть какие-то особые Пожелания, пишите да, об этом да, обязательно. конечно. Мы ждем. Почитаем все комментарии. И приступим, наверное, к следующему сюжету. Да. Посмотрим, что нам стало интересно дальше. Так, здесь все пишет. Не знаю, Посмотри. Вот смотрите, друзья, вот тоже очень интересный момент, да, произошел. Когда мы сняли вот этот пенек на камеру, и там образовалось вот это лицо. Причем не просто там, да, лицо, а оно постоянно как-то меняло свой облик. Ну, конечно, это скорее всего игра света, тени и прочее. Но все равно это интересно, что именно на этом месте я вот нигде больше такого тоже не видела, не наблюдала. Хотя мы были там в разных местах, на разных локациях, в разных лесах, с разными историями, но тем не менее вот именно там что-то такое проявилось. Нет, я ничего не хочу сказать, я не думаю, что это какая-то мистика, но ты как думаешь? Ну, тоже интересно, конечно. Я вот немножко порассуждаю в плане того, что, да, игра света и тени, плюс наша замечательная фантазия, у кого-то она богаче. Ну да. То есть мы можем всякое увидеть. Но есть такой момент. Хорошо, почему мы тогда не видим это везде, повсюду? Почему это где-то в определенных местах проявляется? То есть... Где более сильная такая энергетика, да? Да, и почему-то там, опять-таки, мы пришли к этому месту, мы вернулись к этому месту, про которое вы нам сказали. Ну, И вот да. началось все с голоса. Потом появился пар, потом еще голоса, стуки какие-то. Дыхание. Дыхание, вот этот пар, лицо проявилось. То есть, почему И все на одном месте, да? Да, вот на одном там, месте на столько пятачке на этом. артефактов. Ну, да. То есть, вот это удивительно. Логическое объяснение я уже сказала, что да, и ты сказала, Да. и я повторюсь, что это игра света и тени, возможно. Да, Но скорее тоже не всего, случайная. Тоже не случайная. Ну да. М, Случайности не случайны. Да, уже в который раз убеждаемся мы. Да, друзья. Так что хотите верьте, хотите нет, но иногда на какие-то знаки нужно обращать, наверное, внимание, я так думаю. Пусть они абсолютно банальные, логические и прочее, но тем не менее знаки нужно уметь читать. Видеть, И слышать, видеть, да. да. И понимать. Да. Правильно понимать. Ну, а мы потихонечку переходим к следующей локации, к следующему моменту. Погнали. Погнали. В общем, мы сейчас попробовали пофотографировать, но я боюсь, что с фотографиями будет проблема. Дело в том, что воздух очень влажный, и на фотографиях, ну как сказать, вот эти капельки, там не различишь, орбита или нет. Я, конечно, выложу пару-тройку фоток.
А вот об этом эпизоде нам написал подписчик Сергей Шталь. Смотрите, произошла такая ситуация. Мы стояли на тропинке в тот момент, когда мы, если не ошибаюсь, записывали финалку, да? Мгм. И Сергей заметил, что сзади меня, когда я произносила там какую-то фразу типа то, что мы фотографировали и Да, фотографии не получились. не получились, да, там что-то с орбами было. Из-за пара, да. Из-за то, что пара не влажность. разобрать, да, Да. орб это или нет. В этот момент сзади, где-то сзади меня пролетала какая-то, ну, как сказать, Дымка. дымка, да, облачко какое-то. Честно сказать, мы даже не обратили на это внимания, а вот после комментария Сергея мы пересмотрели. Мы, причем, друзья, всякий раз пересматриваем и переслушиваем все, о чем вы нам пишете. И, соответственно, потом через какое-то время мы делаем разбор этих видео. Поэтому еще раз, пожалуйста, будьте внимательны и всегда пишите, что вы заметили. И вот в данный момент вот эта вот ситуация с этим облачком нас тоже очень, ну как сказать, заинтересовала. Да. Потому что мы сначала тоже подумали, что это от пар изо рта или Из-за вот, повышенной влажности. да, вот что-то такое связанное именно вот с воздухом, да, испарение какое-то. Мы пересмотрели несколько раз и поняли, что это действительно, это не был пар изо рта. Нет, это было где-то сзади. Это Ну, реально это же- где-то было сзади. То есть вот оно как-то вот так вот вылетало, да? Да, еще был То есть- какой-то небольшой шлейф. Причем Полупрозрачный, шлейф. да. Вот он вот так вылетал, как-то раз вверх поднимался ну, это тоже интересный момент. Скорее всего, это действительно какое-то испарение от чего-то, только от чего. Но это явно не изо рта, не от нас. Но я вот не могу сказать от чего. Что, хорошо. что там было такое теплое, что могло Да. такое... Это можно было бы объяснить, да, понятно, там понижение температуры, как я уже ранее говорила об Ну этом. да. Но мы же не делали особо там какой-то физической работы, чтобы мы там как-то перегрелись, Нет, нет. и от нас вот эти вот испарения шли. Ну Тогда и- бы Но мы эти опять-таки, испарения... это при минусе. Да. Но там плюс был. Плюс, да. Конечно, там не могло быть такого. Нет, ну это какое-то странное реальное явление, поэтому я пока тоже не могу объяснить и чего-то адекватного сказать. Возможно, таким образом, опять-таки, это место с нами общалось. Погоди, после этого же был звук. Да, ровно после этого, да. Звук вот этого вот непонятного Да. животного. Ну, как мы потом выяснили. То есть пролетает эта дымка, и сразу же, да, появляется этот звук, да. Да, то есть Ну и, кстати, плавно перейдем к этому моменту, да? обязательно, да, давайте тоже внимательно посмотрим. Послушаем, да, посмотрим. И послушаем. Что это было? И вот финальный момент. Непонятные звуки. Непонятно от кого, от чего. Но благодаря вам, а точнее одному нашему подписчику, это был Стас Максимов. Сейчас, по-моему, канал называется «Короткометражки». И он озвучил такую версию, прям уверенно, потому что, видимо, человек знает, и мы верим этому человеку,
Спасибо тебе большое, кстати, да, за твою версию, что это был детеныш летучей мыши. Ну, Да, судя по всему, мы просто напугали его, он был один, и вот такое произошло. но он нас напугал не менее. Потому что мы как бы Да. никогда не сталкивались с детенышами летучей мыши. Нет, ну, действительно был вот этот вот звук. Мы понимали, что этот звук исходит от какого-то зверька, да? Ну, не могли Но мы понять, пришли от домой, мы от какого. стали просто перелопачивать интернет, и мы не могли найти. Не знаю, мы уже там передумали все, да, там перебрали разные версии. Ну вот спасибо тебе, Стас, правда, Спасибо большое, да. что, да, ты подсказал. Ну, после тоже были версии, что это летучая мышь, но он был самый первый. Поэтому, друзья, не обижайтесь, кто еще писал о том, что Всем вам огромное да, это спасибо была за ваши летучая версии. Да. мышь. Спасибо вам всем от души огромное. Ну, вот так бывает, так случается в жизни, Да. что вот мы, например, не сталкивались, мы даже не знали, откуда такие звуки. Но поверьте, поверьте, на таком месте, там уже 2:30, наверное, было, ну, 3 час ночи, в таком темном лесу Ну, услышать что-то такое, ну, как-то это впечатляюще. жутковато. Не утки же. Нет. Нет. И не диспетчер. Так что, друзья, да, спасибо вам огромное, что вы вот иногда нам подсказываете, такие версии выдаете, что ну просто вы нас чему-то учите, мы вам что-то показываем. Спасибо, что мы есть друг у друга. Спасибо, что Да, вы есть у спасибо нас. Вам огромное за ваше активное участие. Вы Да, огромные вы молодцы. огромные молодцы, друзья. Пока мы сидим на больничном, Да. но мы не хотим это делать сложа руки, и поэтому мы полны планов. Мы хотим провести это время с пользой. Конечно. И чтобы вы не скучали, мы решили снять один эксперимент. Очень Да. интересный, он нас заинтересовал. Надеемся, вам тоже будет интересно. Да, мы пока сохраним в тайне, что это за эксперимент. Но он нас очень-очень-очень прям заинтересовал. И вот сегодня вышло видео, которое вы сейчас смотрите. Вот это вот прям, вот это видео. А это значит, что мы уже отсняли эксперимент, и Скоро он будет. он уже в монтаже, да. Буквально вот-вот-вот он выйдет. Поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения. Да. И видео скоро выйдет. Мы Друзья, обязательно об этом оповестим вас заранее. Поверьте, что эксперимент очень интересный. Он сам по себе интересный, и история его интересная. И вы знаете, даже вот в домашних условиях, так сказать, да, просто будет очень интересен его сам процесс и что в итоге может получиться из этого. Ну и подготовка тоже интересная, Да, кстати. очень интересная, поэтому дождитесь, он вот буквально на днях выйдет, не сегодня-завтра буквально, да. Ну, мы очень надеемся, что вам понравится. Ну, по крайней мере, мы очень были заинтересованы, когда вот узнали об этом эксперименте. Слава богу, у нас на просторах интернета много разной информации, но периодически попадается вот такая информативная и интересная. Так что ждем вас. Обязательно оповестим, да? Да, обязательно напишем во всех соцсетях. Кто Да. еще не подписан, ВКонтакте, в Инстаграм. Подписывайтесь, в шапке профиля есть наши ссылочки. И в описании канала тоже они присутствуют. Конечно. Поэтому, друзья, все очень просто. Просто Заходите. подписывайтесь. Просто Милости просим. дзынь на колокольчик. Вот на этот колокольчик, смотрите, вот он. Жмите. Ну что, ну на этом мы, наверное, будем с вами прощаться. Опять-таки, повторюсь, ненадолго, буквально там на пару-тройку дней. Мы вас очень-очень любим.
Обнимаем. скучаем за вами. Ой, очень. И вы у нас лучшие. Пока-пока. Счастливо. Пока.